Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за дракона Дону. Ледяного дракону, да. Как вы знаете, на Дону у нас самое больше скинов, сразу отправились в командные бои. Я посчитал сегодня скины, это 9 скинов на Дону. 9! На панду 1. Как вам баланс? То есть, либо Дона самый популярный персонаж в игре, либо кому-то из разработчиков очень нравится на нее скины делать. Один из двух вариантов, как говорится, да? Ну ладно, шутки шутками, но реальность таковая все-таки, наверное. Я вряд ли думаю, что Дона самый популярный персонаж. Ну, как бы, по реальности мы его не так часто видим в игре, как нам бы хотелось, наверное. Так, ну я попытаюсь, там ботик есть. Жравчик залутает. Ну, блин, как бы объединить их. Ну, вроде бачок меня слушает. Нормально, красавчик. Все, погнали, погнали. А зеброид куда? Смотрите, пропала стрелочка у ульты Доны. Ну, он активный навык, да? Гляньте, нету стрелочки. Раньше стрелочка была. А как теперь понимать? Сложно, сложно. Сложно. Ой, нынче играть за Дону сложно. Ну ладно, Дона все равно имба, как бы кто ничего не говорил. Хотя скин, конечно, просто перерисовали, это капец. Ну, заменили красный цвет на синий, как бы норм. Мы смогли. Баланс скинов. Так, там Никс идет. Жесткий выстрел в него делаем. И в воду садимся. И бахаем под усилением. Как вам, ребятки, буст от усиления Доны? Слабенький? Вот и я думаю, что слабенький. Просто дико слабенький. Просто выходишь вот так вот, нажимаешь такую штуку и нажимаешь эти две кнопочки. И все само умирает, даже целиться не нужно. Вот это вот Дона. Нынешняя. Как вот? Слабенько? Слабенько. А это еще просто 14 уровень. Блин, ну раньше оно подлиннее было. И покрасивше со стрелочкой. Ну что за дела? Ну серьезно, ну взяли и испортили персонажа. Ну, правда, вот этот бонус к урону в 30% действует всего лишь 2 секунды или... Ну, 2 секунды. Но зато какой бонус классный. Офигенный, прям я сказал бы. Плюс еще подвижность, то есть вам есть возможность выбежать и очень жестко продамажить. Но опять же, эти бонусы не у всех есть персонажи. Акулы, к примеру, вообще он как-то не помогает особо. Он просто у него криво работает немножко, как по мне. В плане того, что включается-выключается кривовато. Что они там делают на краю зоны? Вот я не понимаю. Вот что их манит эта зона? Непонятно. Непонятные ребята. Скорее всего, сейчас сквад против полу... А, никого больше не осталось. Как-то неожиданно немножко. А как они умирают? Я просто не понимаю. Вот мы тут с кем-то подрались там, ну буквально... Ну, пару тычков сделали и все. И победа. Ну, теперь я понимаю, почему они на краю зоны были. Как бы так-то логично. Ну, блин, без стрелки вообще не то. Вот же разрабы, как всегда, просто... Что не патч, то веселуха какая-то начинается. Ага. Вот представьте, сидим. Играем в зуба, а тут бац и баланс завезут. Неожиданно. Вот это будет, конечно, эпично. Если такое случится. Но такое вряд ли будет. Это уж точно. Ну, как-то неожиданно мы победили быстро. Поэтому отправились сразу в следующий бой. Надеюсь, сейчас будет поэпичнее за Мессика, то как-то я просто вышел с воды, кинул гранатку с дробовиком и все закончилось. Очень странно. О, абузер на 1600 же, да? Или 1800? Не, 800 это изумруд. 800 это изумруд? Да, 1600 это как раз то, что надо. Лё, какие дерзкие, вы чё такие дерзкие? Дона хилится жить... Спасить. О, видали, у хамелеона есть. Офигеть. Бачка ресаем красивенько. А чё у нас Моя команда. Не, ну то, что хамелеон меня резнул, это... Блин, понимаете, вот мы сейчас вдвоем против... Блин, ну как же... Ой, просто так обидно, так обидно. Блин, ну чё за бои, чё за дичь? Я не представляю себе. Они еще аптечку... Он еще 15 акул? А, это бот, походу, да? Ну, вы видите. Неожиданно. На самом деле... Ну, хамелеон был точно не бот, он был адекватный. Правда, что он убежал, я не знаю. Наверное, решил, что мы все умрем.
Хотя мы там изи разваливали на самом деле. С баком. Ну блин, что за дичь? Вот видите, как изи разваливать 12-13 уровня, да? Вот такие дела. Ну ладно, бывает такая дичь. Чего ж поделать. Мы не все сильны, как говорится. Он нам 15-й акул какой веселый попался в команду. Вы все видели, в принципе. Веселый, полезный 15-й акул. Да, надеюсь, таких больше 15 акулов никогда не будет. По крайней мере, в моей команде. Чужой, ладно, можно пережить. Как-нибудь. Но в своей точно нет. Так, ну Генри вроде не читер, да? Или... Просто мне показалось, что это обычный чит. Это, знаете, как используют некоторые игроки. О, видите? Как бы автоатака в бочку. Совпадение, не думаю. На самом деле это приятно, что тут автоатака иногда с высоким шансом, я бы сказал так, даже стреляет. Иногда можно даже не целиться особо, не париться. Генри. Щиты сломались, наверное. Да. Ну, лук не пригодится, а вот дробовика то, что нет, это плохо, потому что мне радиус бы пригодился, более жесткий. Так, вижу противников. Акула, ловим. Акула, что за дела? Сейчас я в водичку залезу. И бахаем. Просто шотнул бака. Как вам, ребят? Это просто бонус с выхода с воды, как бы, если что. Рассказываю. Рассказываю, почему зона такая сильная. Чекайте. Как вам? Ну тут еще ладно, у меня команда подошла. У нас баки все-таки, да? Жесткие ребята. Кстати, можно в инвизе хилиться. О, вот это поворот. Нежданчик. Реально нежданчик, я не ожидал такого. В инвизе хилиться можно. Не, ну вы это видели, а? Отдайте гранату. Вот же баки жадные, а? Пошли. Жадные баки. 14 дони ничего не отдают. А у меня усиление, я бы там такое пробахал бы. Ну, кстати, против нас остался еще один сквад, как минимум, да. Этот уже умирает сквад. Блин, ну я надеюсь, мы подеремся сейчас эпично, потому что у нас тут все в сборе. Бакс легендарной одиночной гранаты очень полезно на самом деле, да? Очень полезно. Погнали. Назад. Я надеюсь, сейчас получится реализовать донов в плане воды. Если это так, то все, это считайте изи победа. Мне просто надо выскочить с воды, в кого-то кузнец сделать и все. И на этом игра закончится у противоположного спада, скорее всего, если у них не будет дефибрилляторов. Блин, а чё никого нету тут? С воды выходить так не хотелось. Так хорошо было в водичке сидеть на ледяном драконе. Ну, у меня, кстати, видите, Генри очнулся. Он оказался не бот. Или как там, кем его называл в начале игры. Неважно, в общем. Так, ну, сейчас надо ждать. Надо ждать. Что они там делают? Они там дерутся? Блин, я не реализовал преимущество Доны в воде. Это проблема. Это серьезная проблема. Но... они ждут. Они ждут. Блин, да чё ж Хенри умер? Ресните его кто-нибудь. Так, ну я залетаю сюда. Кидаю гранату сюда, потому что там сидит бочка. Какой же жираф душный там попался? А ты куда? Видишь, какой дерзкий Генри. Надо жирафу не дать резнуть. Нормально. Сой идет. Похилимся сразу второй аптечкой, потому что там две сразу было. А это Брюс все-таки в бочке сидел. Ну теперь понятно. Ох, любители бочек, да. Ничего святого в них нет. Всегда хотят эти бочки использовать. Сидят в них. Джейд еще тут бегает. Ну, в общем, победа опять реализована. Дона сильна как никогда. В этот раз было немножечко опасно, конечно. Ну, потому что не в том месте, не в то время мы были. Как по мне. Кстати, квестики все выполнил. Как, да, я успел простоять неподвижно 15 секунд. Они, кстати, раньше вот этот квест, простоять неподвижно 15 секунд, это нужно было делать именно за раз. И именно неподвижно стоять там 15, 20, 25, 35 секунд подряд. То есть нельзя было перерывами. А сейчас я как посмотрю, это походу перерывами можно делать. Просто вот так взять, постоять 3 секунды. И это идет в зачет. Вроде как.
Ну, это я недавно начал замечать, раньше такого не было. То есть им понадобилось год, чтобы сделать квест нормальным. Ну, вот такие дела. Потому что нереально стоять в... Ой, дай. Эх, не любители они не отдавать легендарный дроп. Вот проиграем, хамелеон, я тебя резать не буду. Вот серьезно. Ё-моё, надо на воду. Был хороший... Хороший был этот, как его? Не помню, как это называется. Персонаж. Опа, хуйкнул. Ну все, мы тут, наверное, сейчас добьем их. Правда, дробовика у меня до сих пор нету. А у них там есть боберы. Опасные. А теперь есть дробовик. Да что они такие душные? У них там слон очень жирный получается. Мне бы, наверное, в воду надо уйти. Или слона добить как-то, не знаю. Так, я ставлю капканчик и врываюсь. У них нету шансов, они сейчас поумирают все здесь. Скорее всего. Я не знаю, где бобер, куда он пропал. Он же был секунду назад здесь. Он же вроде не выбегал из куста. Или выбегал. Ой, как странно, короче. Когда он успел выбежать? Наверное, краем экрана уже было не видно. Но, блин, могли и проиграть так-то. Надо было все-таки воду использовать. Иначе могли бы реально проиграть. Но, что есть, то есть, как говорится. Против нас еще один сквад остался. Надо бы быть готовым к этому делу. Но тут я от воды хотя бы смогу сыграть, это точно. Ой, я смотрю, там крабик у них есть. Я буду плавать возле текстур, чтобы мне не было видно. Так, и бахаем сразу. Ставим капканчик и на воду уходим. И снова выходим и сразу бахаем. Да в смысле ты меня притянул? Ну, что за дичь? И бахаем, бахаем. Вот, видите, я про вот этот урон говорил. Посмотрите на этот бешеный урон. Как он вам, ребятки? Вот это вот Дона... Вот, видите, просто выходишь и шотаешь. Выходишь и шотаешь, и домой. И домой. А, какая же имба, как кайф на этом играть. Жесть. Побольше бы таких имп в игру. Были бы битвы имп. Хотя у нас в игре на самом деле много имп всяких разных. Ситуационных и не очень. Вот в Фламинго вроде бы тоже, кстати, такой баф есть, да? Но Фламинго не может его так часто применять. То есть у него баф, когда ты уворачиваешься. Ну и это как бы реализовать очень сложно. Потому что когда ты выходишь с уворота, тебе нужно сразу все откидывать. А ты в этот момент можешь быть в кадешке. Ну, почти в кадешке, да? Ну, в общем, сложно это на Фламинго реализовать. Хотя там тоже такой же хороший баф, как у Доны. Но у Фламинго нет троповика с веером таким, да, жестоким, который можно впритык просто шотать по полсквада, да? У Фламинго все-таки и копье, и лук. И ими надо обоими целиться. Ну и гранатка у него, конечно, побольше, чем у Доны. Но она летит медленнее, активируется медленнее, взрывается медленнее. И поэтому Фламинго реализовать свою гранатку становится сложнее. Ну вот такая вот сегодня Дона, ребятки. Такой вот дракон ледяной. Тащит на изи. Советую всем сегодня набивать рейтинг. Почему? Потому что завтра будет лютейшая душнина. Как говорится, на опыте говорю, потому что это конец второй недели. Это буст рейтинга. Набивайте 1200, 1300, 1400 сегодня. Пока золотая лихорадка есть. И лутайте сундучки. А ну все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Что думаете по поводу этой имбы. Насколько она хороша и какая она у вас по поводу любимого персонажа. Кто самый любимый, да? Дона входит в этот состав или нет. У меня много любимых персонажей. Как говорится, все имбы всех люблю. А все не имбы, ну не очень люблю, скажем так. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.